Привет, друзья! Сегодня Германия снова в центре тревожных событий от свежего исследования о том, как жители восточных земель представлены во власти и бизнесе, до прогнозов министра культуры о будущем альтернативы для Германии АДГ. Я разберу последние новости о кибератаках, которые обходятся компаниям в неимоверные почти 300 миллиардов евро, о грядущем росте цен на транспорте, билеты Deutschland Ticket и о том, где федеральное правительство собирается искать десятки миллиардов для закрытия дыры бюджета Германии. А еще неожиданный скандал с дочерью Маркуса Зёдера на популярном шоу. Все эти новости связаны между собой и показывают, как меняется страна. Смотрите до конца, будет интересно. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски с важными последними новостями Европы и Германии. Итак, недавнее исследование, подготовленное в Лейпциге, показывает, в руководящих позициях в немецких компаниях жители восточной части Германии, то есть люди, родившиеся и выросшие в бывших восточных землях, теперь занимают лишь около 4% всех таких должностей. Это заметное снижение по сравнению с данными за 2018 год, когда их доля была около 5,1%. В то же время, если смотреть на всю элиту, руководство в политике, культуре, медиа и других сферах, доля людей с восточно-германским происхождением чуть выше, примерно 12,1% на 2024 год по сравнению с 10,9% в 2018. При этом сами жители Восточной Германии составляют примерно, внимание, 19-20% всего населения Германии. Исследователи выяснили, что в отдельных областях ситуация особенно критична. Например, в бизнесе их почти не видно. Только около 4% корпоративных руководителей – жители восточной части Германии. Элизабет Кайзер, уполномоченное правительство Германии по восточным землям, комментирует, что такая слабая представленность восточных германцев – это важная проблема социальной и политической справедливости. Вывод отчета: несмотря на незначительное улучшение в целом в бизнесе и культуре, недостаточное представительство остается устойчивым, и для его устранения нужны целенаправленные меры, включая улучшение сетей контактов, поддержку образования и возможности карьерного роста для людей из Восточной Германии. А дальше еще интереснее. Государственный министр ФРГ по вопросам культуры Вольфрам Ваймер в интервью предсказал, что к 2029 году поддержка партии «Альтернатива для Германии» АДГ может снизиться примерно до 9%. По его словам, рост популярности этой силы связан с временным протестным эффектом, но ее радикальные позиции не находят устойчивой поддержки у большинства граждан. Ваймер подчеркнул, что традиционные партии обязаны активнее объяснять свои решения и работать с тревогами общества, чтобы не оставлять поле для популизма. Он также отметил, что правительству важно продолжать диалог с молодежью и развивать программы в области культуры и образования, которые помогают укрепить демократические ценности и интеграцию. По мнению министра, стабильная политика и открытие обсуждения проблем снизят напряжение и вернут внимание избирателей к конструктивным решениям, а не крайним лозунгам. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. В Германии за последний год ущерб от кибератак, утечек данных и вредоносных действий достиг почти 300 миллиардов евро. Такие данные приводит ассоциация Bitkom после опроса более 1000 компаний. По словам аналитиков, около 87% фирм сообщили, что за этот период столкнулись с утечкой данных, взломами или другими несанкционированными действиями. По данным опроса, часть атак была связана с зарубежными источниками, включая Россию и Китай. Эксперты обращают внимание, что 34% компаний столкнулись с атаками типа ransomware, когда данные шифруются и для их восстановления требуют оплату. Приблизительно каждая 7-я пострадавшая фирма согласилась заплатить выкуп. Самая большая часть ущерба из-за сбоев в производстве и краж или вреда из-за утраты данных. Также значительные издержки уходят на судебное разбирательство и восстановление систем. Эксперты, включая Сина Населина, вице-президента Федерального ведомства конституционной защиты, отмечают, границы между действиями государственных структур и обычной киберпреступностью постепенно размываются. Состояние промышленной безопасности требует срочных инвестиций и новых стандартов защиты. И еще новость, которая вызывает обеспокоенность. Германия столкнулась с серьезной проблемой расходов. Бюджет федерального правительства в 2026 году должен закрыть дефицит примерно в 30 миллиардов евро. ХДС, ХСС и СДПГ спорят о том, где резать. Или социальные выплаты, налоги, или где-то еще. Но эксперты говорят, существует 3 ключевых направления, где можно сэкономить намного больше, чем на малых статьях бюджета и при этом не ухудшить сильно жизнь людей.
Первое – это цифровизация здравоохранения. Например, электронная пациентская карта, онлайн-прием у врачей, удаленный мониторинг состояния здоровья. По оценкам, все это может принести государству примерно 42 миллиарда евро в год за счет уменьшения бумажной волокиты, ускорения процессов и снижения ошибок. Второе направление – это субсидии, которые наносят вред климату, и налоговые льготы, которые устарели. Примеры – снижение ставки налога на добавленную стоимость, НДС для ряда товаров и услуг, льготы для дизельных автомобилей, исключение по налогу на керосин, льготы на служебные автомобили. Отмена или корректировка этих льгот может принести около 33 миллиардов евро. И третье – это расходы на оборону, военные траты. По данным, если Германия оптимизирует крупные проекты в армии, закупку техники, судов, самолетов и ужесточит контроль за расходами, то можно сэкономить, внимание, 7-10 миллиардов евро ежегодно. А дальше о росте цен. Кристиан Хойнх, это руководитель транспортного объединения Берлина-Бранденбурга, заявил, что цена билетов на автобус и поезд будут продолжать расти в ближайшие годы. Внимание, уже в следующем году ожидается повышение на 6%. Повышение цен будут происходить 1 января каждого года. Хойнх объяснил, что такие увеличения необходимы из-за роста инфляции и высокого уровня затрат на энергию, особенно расходы, которые накопились за последние 5 лет. Он также признал, что повышенные тарифы трудно обосновать, когда качество общественного транспорта оставляет желать лучшего из-за перегруженности поездов, частых отмен и опозданий. Хойнх сказал, что инфраструктура много лет игнорировалась, сети и пути нуждаются в капитальных вложениях. Однако, по его словам, повышение на 6% не приведет к заметному снижению спроса на общественный транспорт. Люди привыкли пользоваться автобусами и поездами, и небольшие корректировки цен, по его мнению, не заставят их отказаться от поездок. А дальше еще интереснее. На шоу необычная знаменитость Германии, дочь премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, Глория Софи Буркхарdt, не смогла узнать фотографии двух бывших канцлеров Германии Гельмута Коля и Конрада Аденауэра. В ответ на это Зёдер сказал, что гордится тем, что его дочь хотя бы знает, кто является премьером Баварии. Глория Софи Буркхарdt участвует в шоу, цель которого быть исключенным из игры как можно быстрее. В отличие от традиционных викторин, где победа главная, здесь участники стремятся к поражению. Зёдер отметил, что его дочь наслаждается участием в шоу и считает это важным. Он также добавил, что не все, кто критикует ее знания, обладают полной осведомленностью. Глория Софи Буркхарdt, 23-летняя модель и студентка магистратуры, изучающая европейскую зеленую сделку. Она редко обсуждает политику с отцом, предпочитая общаться на эту тему с друзьями из других стран. И это еще не все. В Германии растет обеспокоенность из-за больших расходов федерального бюджета. По прогнозам, в 2026 году дефицит может достичь, внимания, около 30 миллиардов евро. Эксперты уверены, что часть этих расходов можно существенно все-таки сократить. Особое внимание уделяется здравоохранению. Специалисты считают, что цифровизация медицины, включая электронные карты, онлайн-консультации и электронные рецепты, позволит экономить миллиарды евро каждый год. Это не только снижает затраты, но и улучшает качество обслуживания пациентов. Также в фокусе находятся субсидии и налоговые льготы, которые не способствуют экологической цели Германии – климатической нейтральности. Их сокращение или отмена вообще может принести десятки миллиардов евро экономии. Кроме того, эксперты предлагают оптимизировать оборонные расходы. Правительство уже увеличило бюджет Минобороны, но контроль за крупными проектами и закупками техники позволит высвободить дополнительные средства. В целом, если эти меры будут реализованы, Германия сможет значительно уменьшить дефицит бюджета и направить средства на важные социальные и экономические проекты. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.